Всем привет! Вы находитесь на канале Бисероплетения, и с вами Стася Иванова. В сегодняшнем мастер-классе мы будем делать с вами вот такого классного северного оленя. Ребята, поддержите, пожалуйста, это видео, поставьте ему лайк, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик для получения уведомлений о новых видео. А что нам понадобится для того, чтобы сделать этого оленя, я покажу далее. Для того, чтобы сделать северного оленя, нам понадобится бисер номер 10 цветов: белый, черный, жемчужный белый, серый и вот такой перламутровый фиолетовый цвет. Ребята, в этом мастер-классе будет использоваться достаточно много проволоки, потому что олень сам по себе большой, поэтому я внизу прикрепила ссылочку, как наставлять проволоку, если вам ее не хватило. Вот. Ну а далее мы приступаем с вами к мастер-классу. Поехали! Берем проволоку длиной 180 см, сечением 0,3 мм. Плетение оленя мы начинаем с морды и набираем первый ряд. Он состоит из 5 серых бусинок. Набрали, отправляем эти бусинки в середину проволоки и оставляем их там. Далее набираем второй ряд. Он состоит из 2 серых, 2 черных и 3 серых бусин. Сделали, и сейчас я покажу вам технику параллельного плетения. Смотрите, на одной проволочке у нас с вами бусины. Берем конец второй проволоки и пропускаем его насквозь через все бусины крест-накрест, вот так. Далее затягиваем концы проволоки. Смотрите, чтобы концы были одинаковой длины, и придвигаем второй ряд к первому ряду на середину проволоки. Вот таким образом. Затягивайте проволоку очень крепко, для того, чтобы плетение у нас с вами было ровным. Далее нам необходимо набрать третий ряд, и мы берем проволоку с той стороны, где 2 серые бусины. На нее набираем бусины в таком порядке: 1 серая, 3 черных и 4 серых бусины. Сделали, и снова повторяем технику параллельного плетения. На одной проволоке у нас с вами бусины, берем конец второй проволоки и пропускаем его насквозь через все бусинки, вот так, и затягиваем концы проволоки, придвигаем третий ряд ко второму ряду на середину. Должно получиться вот так. Далее набираем четвертый ряд, берем проволоку с той стороны, где 1 серенькая бусина, и набираем 1 серая, 1 черная и 5 серых бусин. Набрали, переплетаем и затягиваем. Должно получиться вот так. Далее берем проволоку с той стороны, где 1 серая бусинка, и набираем 5 ряд. Он состоит из 2 белых, 4 серых и 1 белой бусины. Переплетаем и затягиваем. Вот такая мордочка у нас с вами получается. Далее набираем 6 ряд. Смотрите, берем проволоку с той стороны, где 2 белых бусины, и набираем на нее 3 белые, 2 серые и 3 белые бусинки. Переплетаем и затягиваем. Далее набираем 7 ряд, берем проволоку с той стороны, где у нас ноздри, вот с этой, и набираем 1 фиолетовая, 1 белая, 1 черная и 6 белых бусин. Переплетаем и затягиваем. Ребята, следите, пожалуйста, за тем, какую проволочку я беру, для того, чтобы мы не сбивались с рисунка. И далее мы набираем 8 ряд, берем проволочку с той стороны, где фиолетовая бусинка, и набираем 3 фиолетовых и 7 белых. Переплетаем и затягиваем. Должно получиться вот так. Далее приступаем к плетению рога. Для этого берем проволоку с той стороны, где у нас фиолетовые бусины, и набираем на нее 2 жемчужные и 1 серую бусину. Отправляем эти бусины к плетению и плетем следующим образом. Отодвигаем крайнюю серую бусину и концом этой же проволоки проходим насквозь 2 жемчужные бусинки. Вот так. Далее придвигаем их плотно к голове, держим пальцами и затягиваем конец проволоки. Должно получиться вот так. Далее на эту же проволоку мы набираем 10 жемчужных и 3 серые бусинки. Набрали и отправляем эти бусины к плетению. Сделали, и далее плетем следующим образом. Отодвигаем крайнюю серенькую бусину, далее 2 серых и 3 жемчужных. Через них
Мы пропускаем конец этой же проволоки, создаем второй виток рога. Вот так. Затем просто придвигаете бусины плотно-плотно к голове, держим пальцами и затягиваем конец проволоки. Должно получиться вот так. Далее на эту же проволоку набираем 3 жемчужных и 3 серых бусины. Отправляем эти бусины к плетению и плетем так. Отодвигаем крайнюю серую бусину и через 5 бусинок 2 серых и 3 жемчужных пропускаем конец этой же проволоки насквозь. Вот так. Придвигаем эти бусины плотно к рогу, держим пальцами и затягиваем конец проволоки. Затягивайте проволоку очень плотно, для того, чтобы рог у нас был ровный и красивый. Должно получиться вот так. Далее на эту же проволоку набираем 7 жемчужных и 2 серые бусины. Отправляем эти бусины к плетению и плетем так. Отодвигаем крайнюю серую бусину и через 1 серую и 2 жемчужные пропускаем конец этой же проволоки. Вот так. Далее придвигаем бусины плотно к голове, держим пальцами и затягиваем конец проволоки. Смотрите, как должно получиться. Далее на эту же проволоку набираем 7 жемчужных и 2 серые бусины. Отправляем эти бусины к плетению. Вот так. И повторяем технику. Отодвигаем крайнюю серую бусину через следующую серую и через 2 жемчужные. Пропускаем конец этой же проволоки. Вот так. Далее придвигаем весь ряд плотно к рогу, держим пальцами и затягиваем проволоку. И вот так должно получиться. Далее на эту же проволоку набираем 4 жемчужных и 2 серые бусины. Сделали, отправляем к плетению и плетем так. Отодвигаем крайнюю серую, через следующую серую и жемчужную бусину пропускаем конец этой же проволоки. Вот так. Придвигаем плотно весь ряд к рогу, держим пальцами и затягиваем конец проволоки. Смотрите, как должно получиться. Далее на эту же проволоку набираем 4 жемчужные и 3 серые бусины. И отправляем эти бусинки к плетению. Вот так. И далее отодвигаем крайнюю серую бусину и через 2 серых и 4 жемчужных пропускаем конец этой же проволоки. Сделали, и далее придвигаем все бусины плотно к плетению, держим пальцами и затягиваем конец проволоки. Для того, чтобы сформировать рог, нам необходимо взять конец этой проволоки и пройти через все свободные жемчужные бусинки, а именно через 3 вот эти, через 5 здесь, еще через 5 и через оставшиеся 7 бусин насквозь. Вот так. Далее я затягиваю проволоку. Я делаю это для того, чтобы было удобно, потому что сразу через все бусины пропустить проволоку сложновато. И не забывайте плотно затягивать проволоку. Далее пропускаем через следующие 5 бусинок, вот через эти. Вот так. И снова затягивайте проволоку. Следите, пожалуйста, за тем, чтобы проволока не перекручивалась и не заламывалась, чтобы она потом просто не обломилась. Очень аккуратно затягивайте, чтобы не было перекрута, как у меня. Вот так. Далее пропускаем проволоку через следующие 5 жемчужных бусинок. Вот так. И снова затягиваем конец проволоки. Вот так у нас с вами получается. Я надеюсь, что у вас получается как у меня. И далее делаем последний рывок. Пропускаем конец проволоки через вот эти 7 жемчужных бусинок. Сделали. И теперь затягиваем конец проволоки. Должно получиться вот так. Далее я
поправлю рог для того, чтобы показать, как он выглядит. Если вы все сделали правильно, должно получиться вот так. И далее мы набираем 9 ряд, берем проволоку с той стороны, где фиолетовые бусины, набираем 2 фиолетовые и 10 белых бусин. Переплетаем и затягиваем. Далее нам необходимо расширить ряд. Для этого берем проволоку снизу, с той стороны, где у нас нет рога, и набираем на нее 7 белых бусин. Набрали и отправляем эти бусины к плетению. Далее на эту же проволоку набираем 10 ряд. Он состоит из 18 белых и 1 фиолетовой бусины. Набрали, переплетаем этот ряд и затягиваем. После того, как вы все затянули, должно получиться вот так. Наши добавочные бусинки пошли в расширение ряда. Далее берем проволоку с той стороны, где у нас рог, и приступаем к плетению уха. Набираем на эту проволочку 6 фиолетовых бусин. Набрали, отправляем эти бусины к плетению. И плетем так. Отодвигаем крайнюю фиолетовую бусину и через вторую пропускаем конец этой же проволоки. Вот так. Придвигаем весь ряд плотно к голове, держим пальцами и затягиваем конец проволоки. Вот таким образом должно все получиться. Далее берем конец этой же проволоки и набираем на нее 5 фиолетовых бусинок. Отправляем эти бусины к плетению и поступаем следующим образом. Берем конец этой же проволоки, ищем самую первую бусинку, которая лежит ближе всего к ряду, вот эту, и в нее пропускаем его. Вот таким образом. И затягиваем конец проволоки. И вот такое ухо у нас с вами получилось. Далее нам необходимо опустить проволоку вниз. Для этого смотрим в 10 ряд, который сплетен был последним, и считаем бусинки сверху от фиолетовой вниз. 1, 2, 3, 4. В эти 4 бусины нам необходимо пропустить конец проволоки сверху вниз. Вот таким образом. Я это сделала для того, чтобы опустить ряды вниз, для того, чтобы сделать красивый затылок у оленя. Далее держим пальцами и затягиваем конец проволоки. Делайте это опять-таки очень аккуратно. После того, как вы все сделаете, должно получиться вот так. Вот так выглядит ухо и переходы. Я надеюсь, что у вас получилось так же, как у меня. Далее мы делаем надбавку. Для этого берем проволоку с той стороны, где нет рога. Вот на эту проволоку мы набираем 4 белые бусины. Набрали и отправляем эти бусины к плетению, оставляем их там. Далее набираем на эту же проволоку 11 ряд. Он состоит из 19 белых бусин. Сделали, переплетаем и затягиваем. После того, как вы затянете, должно получиться вот так. Далее берем проволоку с той стороны, где нет рога. Вот на эту набираем 3 белые бусины. Это добавочные. Набрали, отправляем эти бусины к плетению и на эту же проволоку набираем 12 ряд. Он состоит из 3 серых и 19 белых бусин. Переплетаем этот ряд и затягиваем. И вот так должно получиться. Далее набираем 13 ряд. Берем проволоку с той стороны, где у нас серые бусины, и набираем на нее 6 серых и 16 белых бусин. Переплетаем этот ряд и затягиваем. Сделали. Далее набираем 14 ряд, берем проволоку с той стороны, где у нас серые бусины,
и набираем 10 серых и 12 белых бусин. Переплетаем этот ряд и затягиваем. Далее набираем 15 ряд, берем проволоку с той стороны, где у нас серые бусины, и набираем 10 серых и 10 белых бусин. Переплетаем и затягиваем. Посмотрите, как классно у нас с вами получается. Я надеюсь, что у вас получается так же, как у меня. И далее мы набираем с вами 16 ряд, берем проволоку с той стороны, где у нас серые бусины, набираем на нее 12 серых и 6 белых бусин. Переплетаем и затягиваем. Вот так. Далее набираем 17 ряд, берем проволоку с той стороны, где серые бусины, набираем на нее 14 серых и 3 белых бусины. Переплетаем и затягиваем. Что мы делаем дальше? Мы продолжаем плести тело и набираем 18 ряд, он состоит из 17 серых бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем 19 ряд, он состоит из 18 серых бусин. Переплетаем и затягиваем. Далее мы плетем с 20 по 24 ряд в каждом ряду по 18 серых бусин. Набираем и плетем. 20 ряд, 21 ряд, 22 ряд, 23 ряд и 24 ряд. Далее берите проволочку с той стороны, где у нас нижняя часть оленя, и на нее набирайте 15 серых бусин. Набрали и отправляем эти бусины к плетению. Далее на эту же проволоку набираем 2 серые и 2 белые бусины. Приступаем к плетению хвоста. Набрали, переплетаем и затягиваем. И мы продолжаем плести хвост. Берем проволоку с той стороны, где у нас серые бусины, и набираем второй ряд хвоста. Он состоит из 1 серой и 3 белых бусин. Переплетаем и затягиваем. Далее плетем третий ряд, берем проволоку с той стороны, где серая бусинка, и набираем на нее 1 серую и 2 белые бусины. Переплетаем и затягиваем. Приступаем к плетению 4 ряда, берем проволоку с той стороны, где серая бусинка, и набираем на нее 1 серую и 1 белую бусину. Переплетаем и затягиваем. И завершаем плетение хвостика, набираем на любую из проволочек 1 серую бусину. Ее мы переплетаем и затягиваем. Сделали. Теперь нам необходимо завершить плетение оленя. Для этого мы скручиваем 2 проволочки между собой. Вот так. И лишнюю проволоку отрезаем ножницами. И вот такой олень у нас с вами получается. Теперь нам необходимо сделать оленю ноги. Для этого берем добавочную проволоку сечением 0,3 мм, длиной 45 см. И вставляем проволоку в следующие ряды. Смотрите, вот у нас последний ряд, где мы делали надбавку в виде 3 белых бусин. В этот ряд мы вставляем проволоку по всему периметру снизу вверх. Вот так. Теперь нам необходимо сравнять концы проволоки между собой, для того, чтобы все было ровно. И берем проволоку с верхней части, где ухо оленя, и проплетаем ее через боковой шов. Вот таким образом, так же как мы потенциально бы закрепляли проволоку. Делайте все аккуратно, то есть с этой стороны проволочка остается, мы следим за ее длиной, придерживаем пальцами, чтобы она никуда у нас не уезжала, чтобы длина была одинаковая. И пропускаем через боковой шов следующего ряда, то есть раз я пропустила, затем 2,
И еще раз в соседний, это уже третий раз, вот так. И затянула. Вот так. И делаем еще одну петлю в соседний ряд. И затягиваем проволоку. Так, руку отодвинуть немножко. Вот таким образом. Вот так должно получиться. Берем конец этой проволоки и вставляем ее вот в этот ряд. Там, где у нас с вами 10 белых бусинок. Вставляем проволоку сверху вниз. Вот так. И далее затягиваем конец проволоки. Итак, мы вставили проволоку и начинаем плести ноги. Набираем первый ряд, он состоит из 7 серых бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем второй ряд, он состоит из 7 серых бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем третий ряд, он состоит из 7 серых бусин. Переплетаем и затягиваем. Четвертый ряд, 5 серых бусин. Переплетаем и затягиваем. Пятый ряд состоит из 5 серых бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем шестой ряд, он состоит из 3 серых бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем седьмой ряд, он состоит из 3 серых бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем восьмой ряд, он состоит из 3 серых бусин. Переплетаем и затягиваем. Набираем девятый ряд, он состоит из 3 белых бусин. Переплетаем и затягиваем. Далее приступаем к плетению копыта. Набираем 10 ряд, он состоит из 3 черных бусин. Переплетаем и затягиваем. Теперь нам необходимо сделать надбавку. Для этого берем проволоку с той стороны, где у нас морда оленя, с правой, и на нее набираем 2 черные бусинки. Отправляем эти бусины к плетению. И далее на эту же проволочку набираем 6 черных бусин. Это 11 ряд. Переплетаем и затягиваем. Вот так. Теперь нам необходимо завершить плетение. Берем проволоку с левой стороны, со стороны тела, и пропускаем ее через 10 ряд, слева направо, вот так. И затягиваем проволоку. И завершаем плетение. Скручиваем проволочки между собой. И лишнюю проволоку отрезаем ножницами. Вот так получилось. Теперь берем снова 45 сантиметров проволоки сечением 0,3 миллиметра и вставляем ее в самый последний ряд, там, где у нас с вами хвостик, снизу вверх. Сделали. И далее мы сравниваем концы проволоки, так же, как и в первый раз. Они должны быть одной длины. Это очень-очень важно. Далее берем проволоку с той стороны, где у нас хвостик у оленя, и начинаем прошивать через боковой шов, как и в предыдущий раз. Пропускаем конец проволоки в карманчик и затягиваем. Затем в следующий карманчик и снова затягиваем. И в следующий. И опять затягиваем. И последний раз в следующий. Вот так. И затягиваем. У меня все рог пытается присоединиться к этому процессу. Так. Сделали. Теперь берем эту же проволоку и отсчитываем от хвостика, от последнего большого ряда. 1,
2, 3, 4. И в 5-й ряд сверху вниз пропускаем проволоку насквозь. Вот так. И вытягиваем проволоку. И вот мы вставили дополнительную проволоку. Теперь мы плетем левую ногу так же, как и правую. Схема абсолютно та же. Набираем первый ряд. Он состоит из 7 серых бусин. Переплетаем и затягиваем. Далее я буду ускоренно плести, потому что это мы с вами уже делали. Я буду озвучивать, сколько бусин в каждом ряду, и показывать. Второй ряд 7 серых бусин. Третий ряд 7 серых бусин. Четвертый ряд 5 серых бусин. Пятый ряд 5 серых бусин. Шестой ряд 3 серые бусины. Седьмой ряд 3 серые бусины. Восьмой ряд 3 серые бусины. Девятый ряд 3 белые бусины. Десятый ряд 3 черные бусины. Далее делаем надбавку. На правую проволочку набираем 2 черные бусины. Отправляем их к плетению и набираем 11 ряд. Он состоит из 6 черных бусин. Переплетаем и затягиваем. И вот так получилось. Теперь берем проволоку с левой стороны и завершаем плетение. Пропускаем ее через предыдущий ряд слева направо. Вот так. Далее затягиваем проволочку и завершаем плетение. Скручиваем проволочки между собой и лишнюю проволоку отрезаем ножницами. И вот такой олень у нас с вами получился. Я надеюсь, что мастер-класс вам понравился. Поддержи, пожалуйста, это видео, поставь ему лайк, подписывайся на канал и не забудь нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео, которые я выпускаю. С вами была Стася Иванова. Творческих успехов вам и вдохновения. Всем пока!